Мы приехали в Лиссабон на фестиваль. Фестиваль начинается прямо сейчас. Даже на входе уже очередь. А вот и очередь в туалет. Теперь осталось добыть еду и пиво. Не знаю, как ему сказать, что я не буду пить. Просто посмотрите, сколько тут людей. Ужасные очереди. Тут очень много очередей. Просто очень много людей. Вы смотрите влог о том, как мы съездили на свой первый музыкальный фестиваль в жизни Rock in Rio в Лиссабоне с хедлайнерами первого дня Scorpions и Evanescence и второго дня Эдом Шираном. Билеты нам подарил мой папа и родители Андрея. Вы видели уже это во влоге с Азор. Большое им спасибо. И сейчас будет видеоотчет. Из нашего Авейру до Лиссабона можно добраться на поезде и автобусе. Для посетителей фестиваля работает скидка в 25%, если сразу покупаете билеты в обе стороны. Мы об этом узнали случайно. И тут я хочу рассказать одну милую деталь. Когда Андрей пошел покупать билеты из Авейру в Лиссабон, у нас уже были на руках билеты обратно. И, конечно, вы скажете, что можно оформить возврат, чтобы применить скидку, но кассир предупредила, что поезд полный, и пока мы будем оформлять возврат, билеты просто может кто-то купить. Поэтому она сама договорилась со своим коллегой, быстро оформила у себя на компьютере возврат, а он сразу же купил, и все получилось. Так что спасибо ей большое. Кстати, я забыла, мы же еще и в поезд не тот сели. Видимо, из-за фестиваля было много дополнительных поездов, и мы каким-то образом сели не в тот. Мы очень запаниковали, но невозмутимый кондуктор сказал: no problem, пересядете в Коимбре. Так что каким-то чудом мы все-таки добрались до Лиссабона. Мы приехали в Лиссабон на фестиваль. Это было очень сложно, потому что у нас заболела мята. Нам пришлось перенести все билеты, перенести все брони. Фестиваль начинается прямо сейчас. Приехали с корабля на бал и потом с бала обратно на корабль. Как обычно, покажем вам самое интересное. И главный вопрос: потеряю ли я на этом ужасном ветру шляпу? Вернее, когда? Сегодня или завтра? Первым делом мы едем заселяться на метро, на котором мы сегодня катаемся, возможно, за 1 евроцент. Я вычитала в новостях, что какая-то акция, если вы оплачиваете с телефона, то поездка стоит так дешево, но общее количество поездок лимитированное, поэтому не знаю. Ну... Пока ничего нет. Ну, так с этим банком мы узнаем только через год. Опять все с моей карты, опять я за все плачу. Да что ж такое? Очень красиво получилось. Надо было на пленку фотографироваться. Все так быстро произошло, что я даже не успела ничего снять. Тетенька, которая убирается, помогла нам тут найти комнату и все такое. В этот раз начинаю сразу с вида. Ну, так зелено, приятно, вроде чисто даже. Для Лиссабона, знаете ли, это уже много. Искусственные тюльпаны, вешалка и кровать. Андрей, ну ты серьезно? Мы взяли все самое необходимое и для начала отправились плотно пообедать. Итак, они пришли в грузинский ресторан. Вот такое место. Только посмотрите, какой у Андрея фонд. Ну, у меня, соответственно, вид. Смотрите, что нам принесли. Вау! Может быть, для вас ничего особенного, а мы не ели такое года 2, да? Ну что, теперь моя очередь? А потом было харчо и кебаб. И мы чуть не забыли, зачем приехали. Мы доехали на такси почти до фестиваля. Но неплохой тут видок, конечно. От вокзала ходят шаттлы, но мы идем пешком. Потому что Андрей сказал, что? Зачем идти пешком? Ой, зачем шаттлы? Тут можно дойти пешком. А теперь ноет, что долго идти пешком. Так и есть. Ну все, мы подходим. Enters. Обратите внимание, что очередей нет, и это супер. Ставим организаторам первый лайк. А вот и очередь в туалет. И, оказывается, это был не вход. Мы еще не показывали свои билеты. Эндрю, куда ты уходишь от меня? Мы как будто на Burning Man. Как будто в пустыне. Но на входе очередей тоже нет.
Вот так много тут проходов. Это тоже был не вход, у нас еще не проверяли билеты. Нас просто проверили самих. А вот теперь, кажется, будет очередь. Но, как вы видите, все эти люди толпятся тут, чтобы сфотографироваться. Так что очереди на входе в первый день не было. Ну что, мы наконец-то зашли с третьей попытки. Посмотрите, какая красота. И нас сейчас опять отсюда будут выгонять, так что надо идти быстрее. А дальше Андрей сказал те самые 4 заветных слова. Не вставай, то сфотографировать. И так начался наш первый день на фестивале. Скажу сразу, мы приехали не к самому началу, позже я расскажу о плюсах и минусах этого решения, а пока в целом про фестивали в Португалии. Тут очень много музыкальных фестивалей, это и Рок ин Рио, Примавера, всякие Супербок, короче, их миллион. Цены в районе 150-200 евро за 2-3 дня фестиваля. Вы можете, конечно, купить и отдельно, если хотите увидеть какого-то конкретного исполнителя. Мы при выборе ориентировались на хедлайнеров. Андрею показалось, что именно на Рок ин Рио в этом году был самый лучший состав. Кстати, на вторых выходных там выступала Доджа Кэт. Андрей в поисках алкоголя. Не знаю, как ему сказать, что я не буду пить. Но мы сэкономим деньги, ты можешь выпить в 2 раза больше. Какие-то счастливчики даже сидят, представляете, за столами. В первый день мы не были голодными, так что перейдем к активности. Андрей играет в какую-то игру. Надо, по-моему, в единицу попасть. Андрей, что это? Ты шутишь? Со второй попытки. Thank you. Ты хочешь? Что произошло? Это бутылка? Да. Можно с того-то наливать? Да. Теперь осталось добыть еду и пиво. Мы подходим для того, чтобы налить водичку. Тут обычные краники. Но вода не очень. Из-под крана. Чуть-чуть получше из-под крана, но все равно чувствуется из-под крана. Класс. Можно уезжать. В принципе, деньги отбили. Только что выиграли вот такие шляпы. Смотрите, они вот такие светоотражающие внутри. Тебе очень идет цветочек. А еще мы крутили колесо и выиграли док-вош. Теперь стоим в очередь для того, чтобы записаться на док-вош. Вообще, тут везде, во все активности ужасные очереди. Ну, возможно, если прийти в самом начале, в час, то можно где-то пройти без очередей. Но я не имею ничего против очередей, но это некоторое другое какое-то развлечение, да. Короче, почти на все развлечения были просто огромные очереди. А где-то плюс к этому были еще и супер дурацкие призы. Но в основном что-то полезное именно для фестиваля. Например, как этот держатель для телефона, чтобы удобно снимать выступления, но, к сожалению, они закончились прямо на нас. Зато именно в этом месте мы сделали, кажется, самую просто лучшую фотографию за всю историю. Я нигде ее не показывала, как-то не было возможности, поэтому, пользуясь случаем, вот она, красивая. И мы привезли с собой несколько вот таких вот шапочек, светоотражающих внутри, наверное, звук АСМР, там отвратительный из-за микрофона. Короче, если вам такое интересно, если вам вдруг понравилась эта шапка или для чего-то вам нужна, пишите обязательно в комментариях, мы вам отправим. У нас есть 3 штуки, так что дерзайте. Молодец, скинула в камеру. А что там по музыке, спросите вы? На фестивале есть 2 основные большие сцены, на них мы отправимся позже, и 2 маленькие. На них выступают не самые известные артисты. Но зато у вас есть шанс открыть для себя что-то новое. There is no hero coming. And they're at the end of their fucking rope. So all of this good energy, let's use it for something good, okay? My laughter is louder than yours. It's louder than yours. Ну что, 13 минут до выхода Evanescence, просто посмотрите, сколько тут людей, это просто жесть. Но сцена находится немножко внизу, всем будет видно, я надеюсь, а вам будет видно с помощью зума. Господи, там кто-то летает на канатной дороге.
much. It means more than I can say. It means more than I ever thought it could. I love you. Thank you for sharing your heart, your lives, your pain, everything. Sing it with me. I'm so tired of being suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave. 'Cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. Wake me up inside. Call my name and take me from the top. Get my blood to run before I go down. Save me from the pain На Evanescence можно было приходить на последние две песни. Мне еще нравится песня Use My Voice, на самом деле, мне кажется, она прикольная. Ой, Don't Use My Voice. Надо еще рассказать, я там волосы поправляла. Ну что, на Evanescence можно приходить на последние две песни, если что, знаете. Хотя вот это вот Don't Use My Voice мне тоже нравится. Да, ну, получается, на 3 песни последние. Да. Но в целом... очень клево, мне понравилось. Да, они молодцы. Элис тоже молодец. Мы перед фестивалем готовились, конечно, смотрели документалки, в том числе про Evanescence. Когда знаешь историю группы, как-то больше проникаешься. Пойдем теперь сидеть, отдыхать, потому что поясница отваливается. Как я поняла, выступающие в конкретный день зависят от хедлайнера. И то есть сегодня хедлайнеры Scorpions и выступают всякие старческие группы, которые были основаны в прошлом веке и играют рок до сих пор. Вот так на рок говорится. Как? Так, да. А завтра будет Эд Ширан и милые няшные мальчики и девочки. Тут мы еще раз ходили за пивом, очередь обычно занимала минут 15, и дальше выступала Европа и Scorpions. Так как Европа — это группа с одним хитом, мы решили воспользоваться своим же советом и пришли под конец. Так что послушайте ту самую песню. С одной сцены на другую, и здесь уже начинается шоу. Мы идем к сцене, смотрите, тут кажется хедлайнеры каждого года. А может и нет.
меня просто отваливается поясница. Полесница. Не надо больше, пожалуйста, я больше не могу. Nice, thank you, thank you. Мне нужен пояс, Андрей. Какой-то, чтобы держал спину. Какие у нас шансы вызвать такси, как вы думаете? Есть ощущение, что кто-то домой пойдет до отеля. Напомню, что изначально у нас была снята квартира рядом, до которой можно было дойти пешком, но из-за мяты нам пришлось ее перенести. Думаю, вам интересно, как же мы все-таки добрались до дома. Мы отстояли приличную очередь в метро из-за фестиваля, оно работало дольше, но поезд почему-то поехал не в ту сторону, или мы не разобрались. Короче, мы вышли на следующей станции, спокойно вызвали такси и доехали до дома. А это уже следующее утро, и мы пришли завтракать в Путлав. Тут в кафешке кухня внизу, и готовые блюда поднимают. Несмотря на усталость, я вот, видите, подготовилась к этуширу, но как могла. Заплелась вчера из последних сил. У меня такие вот яйца, стандартный завтрак с лососем, а у Андрея, посмотрите, горшок. Но сам горшок несъедобный. Бисквитный тортик просто. Какой-то мусс. Вкусно? Это йогурт. Да, вкусно. Тут решили впервые в жизни сфоткаться в фотобудке. Хотим вот эти фотки. Реально первый раз в жизни, представляете, я даже заволновалась. Смотрите, как мы тут сидим. А куда смотреть? А что будем делать? Давай подготовимся, что будем делать? Еще раз расскажи, как это. Просто улыбаемся. Я тебя целую, ты меня целуешь и веселые. Блин, надо дальше. Мы не влезаем. Да, да. Мне кажется, они все будут одинаковые. Нам надо было уже двигаться. Блядь, серьезно? Как вам такое? Ну, вот тут выглядит красивее, чем на деле. Но все равно прикольно. Как тебе? Ну, в целом прикольно. Мы в этот раз решили сделать вид, что мы продуманные, сдаем вещи, чтобы после феста забрать и сразу уехать. Но мы оказались не такими уж продуманными и забыли в камере хранения толстовку Андрея и картриджи для Сложно это сказать, оказывается. Ну не смейся! Но мы оказались не такими уж продуманными и забыли в камере хранения толстовку Андрея и картриджи для полароида. И если толстовку удалось сразу купить, то картриджи, к сожалению, не нашли и остались без традиционных фотографий на память. Обидно, но бывает. Сегодня жарче, чем вчера, и больше людей, чем вчера, хотя вчера был sold out. Как-то по ощущениям сегодня больше молодежи, потому что сегодня выступает Эд Ширан и всякие молодые исполнители. Посмотрим, сможем ли мы сегодня пробраться так близко к сцене, как вчера. Даже на входе уже очередь, вчера очереди не было. Я уже устал. Есть такое. Я натерла ноги уже, пока сюда шла. В начале второго дня выступало много португальских артистов. Имена я, конечно, не знаю, так что сейчас напишу на видео. Тут очень много очередей ко всем активностям. Я не знаю, как у этих людей хватает терпения и желания стоять. Нет, пока я стояла в очереди, он подошел без очереди и взял свой шопер. Не стыдно? Кстати, за спиной Андрея место, очередь в которой была не такой большой. Киоск с мерчом. И что ты не кинул там где? Мяту нюхала. А я... Кстати, за спиной Андрея место, очередь в которой была не такой большой. И это киоск с мерчом. И время рассказать вам про мою футболку. Мне понравилась именно эта модель, но мы не нашли ее на фестивале. Как мы разобрались, ее дают, когда вы покупаете более дорогой билет с мерчом. Вы спросите, откуда же она у меня? Потому что Андрей купил ее для меня на местном Авито. Спасибо. Ну а вернемся к очередям. И за едой тоже такие же огромные очереди. Посмотрите на это. Как вы думаете, мы поедим пиццу сегодня вот с такими очередями? Они просто... Я не знаю, где их конец. Добыча и ее добытчик Андрей, представляете, все-таки добыл еду. Хоть какую-то добыл. Тебе было сложно? Да, очень, конечно. Смотрите, Андрей мне принес какую-то кашу. Что, как называется? Блин, я забыл. А сейчас поет канадская певица Лоурен Спенсер Смит. Наше личное открытие фестиваля. Либо я голодная, либо это очень вкусно. Оказывается, у нее большая аудитория, почти 2 миллиона подписчиков. Я до сих пор слежу за ней, надеюсь, у нее все будет только круче. Конечно, было бы клево еще раз побывать на ее концерте.
dress the same, talk the same, together all the time. You can find me in your family picture. You always play the victim, used to be convincing. You love me when you need it, even deeper. Only I was back giving advice on how to write your song. All you did was prove me wrong when you said you loved me. Why you? And I wish we never met, or I hated you instead. Посмотрите, дочка фотографирует маму. Видели что-нибудь такое же милое? И вы, наверное, уже обратили внимание на это колесо обозрения. На нем можно было покататься бесплатно, но тут случилась еще одна неудача. Мы так и не смогли понять, как записаться. Не сильно жалеем, но хотелось бы показать вам. Уверена, особенно на закате, вид на фестиваль сверху был очень красивый. Как вам такие вот фотозоны? Очень современно. Бабочка такая красивая. На этой сцене будет Эд Ширан через 1,5 часа почти. Сейчас было выступление другого артиста, и тут просто очень много людей. Мы с Андреем решили пропустить одного португальского рэпера, чтобы занять место к Эд Ширану постараться. Мне кажется, вот туда надо налево. Посмотрите, сколько людей вот там и сколько перед нами. Ну, перед нами не так много, но зато мне ничего не видно. У меня будет очень близко смотреть. Ну ты посмотришь, потом мне расскажешь. Прийти заранее было хорошей идеей, нам достались очень клевые места, а салют на открытии был просто прямо над нашими головами. Сейчас я вам покажу кусочек шоу, а потом перейдем к выступлению Эда Ширана. И если вы не фанат, то я просто не знаю, как вы это выдержите. Правда, сказать по-честному, мы тоже не были фанатами, но, как я уже сказала, перед фестивалем мы готовились, смотрели документалки, и тут я хочу вам посоветовать небольшой канал с очень клевой документалкой про Эда Ширана, ссылка будет в описании, если вам не сложно, поддержите, посмотрите, подпишитесь. И, кстати, оттуда же я узнала, что у Эда Ширана уже есть книжка, биография, так что добавила в свой виш-лист. Everything you hear tonight is going to be completely live. There's no backing track whatsoever. This thing at my feet is called a loop station. Everything you hear tonight is made live, put into this, controlled with my feet, and at the end it's deleted, and it will not be the same at the next show. The way that it works is you press record like this, and then when you press play, it plays back. You can loop on top and add layers, add another layer like that. Vocal. Hey! Hey! I took it now to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. I love it when you do it like that. I've still got a rucksack full of old clothes. I'm back with the cold clothes. I'm back with the most jokes. Get back, you don't know. Tracks and no girls. And my punchline's relevant. You can't keep up. You get on your celibate. Tonight is in a pack. You fly to the motherland. Send love to another man. It's too cold outside. Angels fly. No, I just wanna hold you. Give a little time to me. Open this out and we'll play hide and seek. To turn this around and all I want is the taste that your lips allow. My mind, my mind. We'll give you love. Please, darling, come on, set the tone. You feel me for it, won't you let me know? Last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. And you discovering something new. I'm in love with your heart, baby. I'm love right where we are. Rock and Rio, can I try something? Sing yeah. When I don't like you and she likes everyone. And I never liked you, admit that I was wrong. But I've been so caught up in my
dancing in the dark. Darling, you look perfect tonight. Rock in Rio, one more time. I want to see 70,000 lights in the air. Get them all out right now. Hold on. Every time you come around, you know I can't say no. I got nothing left to lose or use. Let's get to you. Ну, вот и все. Добавлю, что в этот день на выходе была ужасная очередь, люди просто кричали, свистели. Я почему-то не стала это снимать. Не знаю, какой из меня блогер, кстати. Каким-то чудом мы все-таки успели на поезд, очень бежали, и тут еще один респект организаторам. Представляете, поезд подождал всех, ну а мы вернулись домой позже, чем рассчитывали. Вот и все. Я не знаю, стоит ли что-то тут еще добавлять, вы сами все видели. Скажу только, что я очень надеюсь, что мы еще не раз побываем на таком мероприятии. Ну а для тех, кто, как и я, ценит в концертах не песни, а речи исполнителей, я сейчас добавлю в конец кусочек с мотивационной речью от Эда Ширана. А вам спасибо за просмотр и увидимся! I wrote this next song when I was 18 years old, and when I wrote this song, I was playing in tiny pubs in London on the open mic circuit, and no one cared. No one turned up to the shows, no one cared what the songs were. And I wrote this song and I thought it would change everything for me. And I started playing it at gigs and being like, this is the song that will change it all. And no one cared. But the more I played it, people started to care. And then I kind of like got a small following, and then it became a minor hit. And then I signed a record deal and it became a major hit. And it sort of took me all around the world, and it was sort of the key that opened up me everywhere, really. But the mad thing is, 10 years ago when I played this festival, you know, it wasn't that long from playing to a small room. It was only 5 years, and now it's been 15 years since then. And I can still close my eyes and remember no one caring, and I open my eyes and I get to see 70,000 beautiful Portuguese people here tonight. So if you know the words to this song, Lisboa, please sing it out. If you do not know the words, make them up. White lips, pale face,